От пациентки. Изначально миеломная болезнь в анамнезе. Но КТ делали по причине температуры уже более 2 недель, сильной слабости. По КТ сказали подозрение на тело. Хотим перепроверить. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 54 лет. Дата исследования 28 декабря 2021 года. Зона сканирования органа грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерно снижена, преимущественно в центральных отделах, за счет интерстициального компонента, формирования участков малоинтенсивной консолидации легочной ткани по типу матового стекла, утолщены междольковые перегородки, по периферии легких сформированы многочисленные Y и V-образные структуры. На верхушках легких плевроапикальные наслоения, в обоих легких преимущественно паракостально и в базальных сегментах сформированы немногочисленные фиброзные тяжи. Участки локального пневмофиброза. Наиболее крупный участок консолидации легочной ткани в S6 слева. Треугольной формы основанием, обращенным к астальной превле. С обеих сторон сформированы единичные булы диаметром до 7-9 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. В центральных отделах бронхи расширены, стенки не утолщены, уплотнены. Средостение не смещено, не расширено, но образование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Определяется вздутие 8-го ребра справа на протяжении 53 мм. Его диаметр увеличен до 19 мм с нарушением целостности кортикального слоя на отдельных участках. По всем костным структурам в зоне сканирования определяются многочисленные литические очаги по типу пробойника средним диаметром 9-12 мм. Определяется застарелый перелом 7-го ребра справа с формированием ложного сустава. Выражены дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сформированы краевые остеофиты длиной до 8 мм. Сердце расширено преимущественно за счет левых отделов. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий 24 мм справа, 23 мм слева. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ признаки неравномерной пневматизации легочной ткани, усиление интерстициального компонента легочной ткани, участков локального пневмофиброза, хронического бронхита, бронхиолита, легочной гипертензии, вздутие 7-го ребра справа, застарелого перелома 8-го ребра слева с формированием ложного сустава, множественных литических очагов скелета грудной клетки, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника. КТ-картина не позволяет исключить тромбоэмболию мелких ветвей левой нижнедолевой легочной артерии. Для уточнения диагноза рекомендовано КТ с контрастным усилением. 29 декабря 2021 года. Доцент кафедры, кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарии врача-рентгенолога. Чтобы достоверно говорить о наличии тела, нужно выполнить КТ с контрастным усилением. Без контраста это все досужие догадки. Косвенные признаки тела есть, но сказать точно можно будет только после контрастного усиления. Также есть признаки обострения хронического бронхита с развитием бронхиолита, что по всей видимости и дает температуру. Также есть признаки перегрузки правых отделов сердца, развитие легочной гипертензии, что также может давать слабость. В костях грудной клетки множественные литические очаги – это следствие миеломной болезни. Поражение ребер тоже, думаю, с миеломой связано.